после выборов в Венгрии ожидает ли Россия, что новое правительство разблокирует кредит Украине в 90 миллиардов евро, и какой может быть реакция Кремля на это? Венгры сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору. Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявление тем более о готовности вести диалог. Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. Какие будут действия нового руководства в Венгрии? Наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу. Скажите, каковы теперь перспективы нефтепровода «Дружба»? Он будет нужен Венгрии или кому-то еще в Европе, на ваш взгляд? Вам нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе. Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. В этом плане роль России невозможно переоценить. Как, на ваш взгляд, результат выборов скажется на перспективе развития российско-украинского конфликта? Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю. Уточню, речь идет о разблокировке 90 миллиардов евро Евросоюзом, который тормозило правительство Орбана. Опять же, это то решение, которое будет приниматься в Брюсселе. Мы считаем, что любые действия на продолжение подпитывания милитаристских и провоенных устремлений киевского режима – это те шаги, которые не способствуют поискам мирного урегулирования. Впрочем, европейцы не скрывают своей генеральной линии на продолжение этой войны, на то, чтобы всячески способствовать продолжению войны. Мы же нацелены на то, чтобы достигнуть своей цели в контексте Украины. Для нас было бы предпочтительным достигнуть эти цели путем политико-дипломатических переговоров. До тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается специальная военная операция. Предложение России по обогащенному урану, принять иранский обогащенный уран, оно все еще в силе? Это предложение было озвучено президентом Путиным в контактах и с Соединенными Штатами, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано. Собственно, Россия открыта, Россия продолжает быть открытой для того, чтобы предоставить любые добрые услуги, которые будут способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, и заход, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений, и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев.